Сегодня мы поговорим о растении, которое многие видели в чашке, но немногие знают его настоящую историю. Ярко-красный напиток, который освежает в жару и согревает холодным вечером. Его пьют в разных уголках мира, от Северной Африки до Азии. Но что на самом деле скрывается за этим рубиновым настоем? Сегодняшний герой – гибискус, более известный как каркаде. Тайна красного цветка. Когда люди впервые видят каркаде, они часто думают, что это просто ароматный чай. Но на самом деле это вовсе не чай. Каркаде получают не из чайного куста, а из особого вида гибискуса. Для приготовления напитка используют мясистые чашечки цветков, которые остаются после цветения растения. Именно они придают настою насыщенный рубиновый цвет и характерный кисловатый вкус. С давних времен этот напиток ценился в жарких странах. Его пили для утоления жажды, подавали на праздниках и использовали в традиционной кухне. Но самое удивительное заключается в том, что история каркаде насчитывает не одно столетие. Напиток фараонов. Существует легенда, что напиток из гибискуса был известен еще в Древнем Египте. Поэтому каркаде иногда называют напитком фараонов. Трудно сказать, насколько древними являются эти традиции, однако известно, что в Египте и Судане гибискус действительно стал частью культуры и повседневной жизни. Даже сегодня на местных рынках можно увидеть горы сушеных красных чашечек, из которых готовят освежающий настой. Для многих жителей этих стран каркаде является таким же привычным напитком, как для нас обычный чай. Почему каркаде такой красный? Все дело в природных растительных пигментах. Они содержатся в чашечках гибискуса и придают настою глубокий красный оттенок. Интересно, что цвет напитка может немного меняться в зависимости от температуры воды, времени заваривания и даже кислотности. Поэтому каждая чашка каркаде может выглядеть немного по-разному. Иногда настой становится ярко-алым, а иногда приобретает почти бордовый оттенок. Это одна из причин, почему каркаде так любят не только за вкус, но и за красоту. Во многих странах гибискус используют не только для приготовления настоев. Из него делают сиропы, компоты, прохладительные напитки, джемы и даже десерты. В некоторых регионах лепестки и чашечки добавляют в блюда для придания им легкой кислинки и яркого цвета. Таким образом, растение давно вышло за пределы обычного чая. Оно стало частью кулинарных традиций разных народов. Аромат и вкус. У каркаде очень необычный вкус. Одни сравнивают его с клюквой. Другие находят сходство с ягодными компотами. Третьи чувствуют легкие фруктовые нотки. Но практически все отмечают характерную освежающую кислинку. Именно благодаря ей напиток особенно популярен летом. Во многих странах его подают охлажденным со льдом. Получается натуральный освежающий напиток без кофеина. Что содержится в каркаде? В чашечках гибискуса содержатся различные растительные соединения, включая органические кислоты и природные антиоксиданты. Именно благодаря этим веществам каркаде привлекает внимание исследователей по всему миру. Однако важно помнить: пищевые продукты и травяные напитки не являются лекарствами. Поэтому к подобной информации всегда следует относиться разумно. Каркаде прежде всего остается вкусным растительным напитком и частью многовековой культуры питания. Интересный факт. Знаете ли вы, что в разных странах каркаде имеет собственное название? В Египте его называют каркаде. В Мексике известен напиток агуа де Ямайка. В Западной Африке существуют свои традиционные рецепты. Несмотря на различия в названиях, в основе остается одно и то же растение. Это еще раз показывает, насколько широко гибискус распространился по миру. Как правильно заваривать? Многие допускают одну распространенную ошибку. Они используют слишком много сырья или слишком долго настаивают напиток. В результате каркаде получается чрезмерно кислым. Обычно достаточно 1-2 чайных ложек сушеных чашечек на стакан воды.
Время настаивания может составлять около 50 минут. После этого напиток приобретает приятный вкус и насыщенный цвет. Некоторые добавляют мед, лимон или ягоды. Но многие предпочитают пить каркаде без добавок. Малоизвестная особенность. Сушеные чашечки гибискуса можно использовать не только для напитков. Ими иногда украшают десерты, добавляют в фруктовые смеси и используют для создания натуральных красителей. До появления современных пищевых красителей растения часто служили источником ярких природных оттенков. И гибискус был одним из таких растений. Почему люди продолжают пить каркаде? В мире существуют тысячи напитков. Но далеко не каждый способен сохранять популярность столетиями. Каркаде удалось это сделать. Возможно, секрет заключается в его необычном цвете. Возможно, в освежающем вкусе. А может быть, людей привлекает сама история растения, которое прошло путь через пустыни, древние торговые пути и разные культуры мира. Сегодня каркаде остается одним из самых известных растительных напитков на планете. И каждый раз, когда мы наливаем в чашку этот рубиновый настой, мы становимся частью длинной истории, которая продолжается уже много поколений. Друзья, а вы пробовали настоящий каркаде? Пьете его горячим или охлажденным? Напишите в комментариях, как готовят гибискус в вашем регионе. Если ролик был интересен, поддержите канал лайком и подпиской. С вами был канал Лесное Дело. Всем удачи и пока!